Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео посвящаю небольшому эксперименту по влиянию сигарет на легкие. Небольшая предыстория. Видел на других каналах несколько видео по выкуриванию сигарет через банку с ватой. Вот и я решил повторить эксперимент и, так сказать, выкурить 100 сигарет. Для проведения эксперимента нужно произвести некоторые манипуляции. Для начала подготовим легкие. Нам понадобится колба прозрачная из стекла, в которой проделаем два отверстия. В одно будем вставлять сигарету, а через другое будем производить отсос воздуха. Рабочей лошадкой по перекачке воздуха буду использовать небольшой китайский вакуумный насос, который тоже подготовим, установив на платформу и подключив к сети. В качестве самих легких буду использовать обычную медицинскую вату. Ну и, конечно, сами сигареты. Буду использовать 5 пачек. Вот так выглядит 100 сигарет. Если во время ролика узнаешь название сигарет, то обязательно его напиши в комментарии. Все, легкие готовы, начнем курить. Устанавливаем первую сигарету, запускаем насос и поджигаем. Видно, как дым наполняет в колбе свободное место от ваты. После первой выкуренной сигареты вата в некоторых местах приобрела легкий желтый цвет. Продолжаем эксперимент. После выкуренных 3 сигарет желтый цвет проявился более ярче и покрыл большую площадь ваты. Других изменений пока не заметно. Курим дальше. Следующий рубеж – 10 сигарет. Ведь для большинства курильщиков это обычная дневная норма выкуренных сигарет. А сколько ты выкуриваешь сигарет в день? После 10 выкуренных сигарет вата полностью поменяла цвет, а в некоторых местах появился коричневый оттенок. А в трубке на выходе появились первые капли смолы. Смоляное пятно также есть на входе, так сказать, трахеи. Дальше заряжаем сигареты. В этот раз выкуриваем 25 сигарет. Это уже дневная норма заядлого или обычного курильщика, но после принятых 100 грамм. А сколько ты выкуриваешь сигарет выпившим? После 25 сигарет результат уже немного пугает. Вата приобрела сильный коричневый цвет, особенно в верхней части. В месте всасывания появился потек из смолы, и стенка сосуда начала покрываться коричневым налетом. Эксперимент проводил дома на закрытом балконе в респираторе, и это была большая ошибка. После 25 сигарет зашел в комнату, и жена была в шоке от запаха. Даже при закрытом балконе в квартиру немного попадал запах сигарет. А когда я зашел, со мной рядом находиться было невыносимо. Воняло как от пепельницы. Тем более, что мы оба не курим. Поэтому после очень короткого разговора было принято решение перенести эксперимент на улицу. Продолжаем эксперимент на свежем воздухе. Конечно, задний фон сильно контрастирует с неприятным процессом уничтожения сигарет. Следующий рубеж, на котором решил немного приостановиться, это 50 сигарет, так как есть заметные изменения. Вата само собой стала намного темнее, а вот смола уже повсюду. На стенках начали уже образовываться капли. В месте всасывания серьезный потек. Кстати, на крышке тоже появились капли смолы. А это наша пепельница. Выглядит все неприятно и очень сильно воняет. Курим дальше. К сожалению, понимаю, что бессмысленно загрязняю воздух, но нужно закончить эксперимент. Сейчас покажу, как система легких выглядит в процессе. Слева патронтаж из сигарет, далее пепельница и колба с ватой. По трубке воздух засасывается насосом, и через отводную трубку грязный воздух выбрасывается в сторону. Интересно, что на выходе нет ни капли дыма, но сильно воняет. По поводу отсутствия дыма пишите свои предположения под видео. Эксперимент подходит к концу, выкуриваем последнюю сигарету.
Последняя сигарета выкурена, рассмотрим легкие. Вата выглядит ужасно, повсюду смола. На крышке уже образовались крупные капли смолы, а на стенке появились потеки. Возле всасывающего отверстия серьезный потек из смолы. А сейчас достану вату из колбы и посмотрим все поближе. Вата просто страшная, чем-то похожа на фильтр сигареты после выкуривания, если его разорвать. Вонь стоит ужасная, учитывая, что все происходит на улице в ветреную погоду. На стенках смола приличным слоем. А это всего лишь 100 сигарет. Примерно столько сигарет выкуривает обычный курильщик за неделю. Представьте, что происходит с вашими легкими, какую нагрузку они испытывают. Конечно, можно сказать, что мои демонстрационные легкие впитывают в себя весь дым от сигареты, и что легкие человека потихоньку самоочищаются. Но если хотя бы половина из того, что у нас образовалось в банке, остается в ваших легких, то это печально. А вот так выглядит пепельница. Куча бычков, вонь самая сильная и стенки покрылись какой-то копотью. На этом эксперимент закончен. Надеюсь, после просмотра видео кто-то задумается и, возможно, бросит курить. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, обязательно ставим лайки. Всем пока!